Доброго времени суток, друзья! Приветствуем вас на нашем канале Андромеда. И сегодня мы подготовили для вас аудиоподкаст о транзите Венеры. И я с вами, Куликова Лидия. 25 августа Венера переходит в знак Девы по восточной астрологии Джойтиш, где она будет ослаблена. Это знак ее падения до 17 сентября. В знаке Девы она действительно находится в падении Венеры. В это время значительно охлаждается любовный пыл, который был у нас, когда Венера была в знаке Льва. На смену страсти приходит расчет, сдержанность. Люди не так сильно подвержены эмоциям. Любая ситуация анализируется, взвешивается. Это, конечно, обедняет чувства. Но есть плюс. Предостерегает партнера от ошибок в выборе какого партнера. Какие бы чувства ни испытывал человек, на внешнем плане это вообще мало отражается. Излишнее проявление страстности в его сторону вызывает у него желание отстраниться, поэтому держите себя в руках, не проявляйте своей страстности к партнеру, потому что можете получить отстранение. Из-за того, что в этот период люди придают слишком большое значение мелочам, любой пустяк, любая даже смс-ка может охладить завязывающиеся отношения, погасить возникшие чувства. Излишняя критичность проявляется по отношению к себе. Человек может считать себя недостаточно привлекательным, чтобы вступать с кем-то в отношения, выступать где-то. Поэтому следует проявлять настойчивость, терпение, если есть желание вообще кого-то заинтересовать. Это вообще качество Девы. Чувства в этот период могут возникнуть во время выполнения совместной работы, какой-то, такой работы, которая требует вашего внимания, терпения, долга какой-то работы, либо помогать друг другу в чем-то. И в этот момент можно увидеть в партнере не просто коллегу, а интересную женщину, либо привлекательного мужчину. Отношения, вообще начавшиеся в этот период, могут указывать на то, что партнер может быть очень избирательным, критичным, требовательным, но с развитым чувством долга. Надежным, заботливым, конечно же. Есть негативные аспекты, конечно. Если они у вас проявляются, значит, Венера ослаблена в вашей натальной карте. Негативные аспекты, они дают повышенную требовательность к партнеру. Вообще к людям. Холодность в отношениях, сарказм, язвительность, нетерпимость к партнеру. Если Венера у вас именно так будет проявляться, и вы почувствуете, что именно эти чувства вы в первую очередь хотите проявить к партнеру, значит, обращайтесь к нам на канал, и мы можем усилить вашу Венеру. Установление отношений вообще мешает какие-то недостатки партнера, которые в любом случае будут найдены. Брак или другие отношения, начавшиеся в это время, портятся. Либо могут испортиться. Все зависит только от вас, только от партнера, кто завязывает эти отношения, этот брак. Почему? Из-за излишней придирчивости. То есть, если вы сильно будете придираться друг к другу, выяснять отношения по мелочам, то есть вариант, что один из партнеров может со временем стать обузой для другого, возможно, из-за болезни какой-то. В это время возможны романтические встречи, но они часто основаны больше на расчете, чем на настоящей любви. Будьте к этому готовы. Негативно аспектированная Венера, которая проходит по знаку Девы, может скрыть такие качества, которые вообще трудно заподозрить в человеке, они раньше не открывались. Какие? Циничность, бесстыдство, развратность. Они могут раскрыться в этот период. Особенно это проявляется, если в натальной карте человека Венера имеет очень сильные негативные аспекты, то есть на нее
падают такие вот негативные аспекты от других планет, либо она ослаблена очень сильно. Давайте сейчас прогноз по знакам зодиака, по ведической астрологии. Я чаще всего даю прогноз по домам, начиная, с домов. Мы сегодня начнем с Дев, так как Венера будет у вас в первом доме. Мы начинаем с первого дома. Итак, Девы. Вы будьте внимательны в это время к мелочам, к деталям. Вам будет свойственны сконцентрированность, педантичность, захочется быть максимально полезным, либо полезной. Сложно вообще будет выражать свои чувства ярко. На деле покажете, что человек вам дорог. Покажите это, захочется угодить окружающим. Вообще транзитная Венера в первом доме, она дает вам шанс реализоваться в обществе, в творчестве, воспользоваться каким-то творческим даром своим. Окружающие будут воспринимать вас как приятно внешне, привлекательного в целом. Правда, вас может отличать избыточная мягкость и податливость. Львы. У вас Венера будет проходить по второму дому, по вашему второму дому в натальной карте. Транзитная Венера. Что она дает? Второй дом – это дом накопления. Вы сможете зарабатывать деньги в это время, получать премии, бонусы, если она у вас положительно аспектированная, Но значительных доходов не будет. Это же знак Девы. А Дева – это знак не очень больших доходов. В этот период хорошо копить деньги. Откладывать сначала небольшие суммы. Начинать с небольших сумм. Это очень благоприятный период для такого действия. Поэтому есть возможность обрести комфорт в материальном плане. Какой? Хорошее жилье, вкусная еда, приятная окружающая атмосфера. Однако, есть и негативный аспект. Что при этом? При этом вам суждено сосредоточить свое внимание на низших потребностях, низших проблемах, каких-то мелочах, потому что вы можете начать слишком высоко ценить вещи. В результате получается, что не будете вы хозяином вещей, а будете находиться в их власти. Раки. Будете оказывать помощь братьям, сестрам, дальним родственникам. Желательно оказывать такую помощь. Или соседям. Сможете оказаться полезным кому-то из них. И желательно, чтобы вы оказались полезным кому-то из них. Это для вас очень благоприятно. Кто-то из перечисленных людей, он будет ожидать от вас даже этой практической помощи. Эстетика, обучение красоте, такту становятся основными в направлении вашей жизни в этот период. В дальнейшем вы сможете воспользоваться этими навыками, налаживая контакты в качестве дипломата, заводя новые знакомства и общаясь с окружающими. Транзит Венеры проходит по вашему третьему дому, и при такой транзитной Венере в негативном аспекте можно ухудшить отношения с близкими, То есть, если вы не оказываете где-то помощь, поддержку, а относитесь к ним холодно, то можно ухудшить эти отношения, как поверхностное восприятие какой-то информации. Близнецы. 4-й дом в вашей натальной карте. Хорошее время для генеральной уборки. Такое мероприятие пройдет легко и эффективно. Полезно будет сортировать предметы, складывать документы, в результате чего порядок в вашем доме станет идеальным. Можете оказаться полезными в это время своим родителям, вашей маме. Может срочно понадобиться помощь ваша, потому что транзит Венеры проходит по вашему 4-му дому. Это внутренние отношения, отношения с членами семьи, с матерью. Даже что-то будет с автомобилем, возможно, то есть будьте внимательны с вашим автомобилем. Тоже могут быть какие-то возможные неполадки, если вдруг Венера негативная. Что позволяет вообще выстроить отношения? Это доверие. Доверие к вашим членам семьи, к друзьям. В этом поможет ваша чуткость, которая наиболее ярко проявляется больше в общении с матерью и с отцом. Правда,
Сами вы внутри, конечно, можете себя ощущать чужим, даже в родном доме. Может даже почувствовать раздражение. Можете почувствовать, что все вокруг идет как-то не так, как вам хочется. Но это все так, как нужно в этот период. Главное об этом знать и это принимать. Тельцы. В это время может понадобиться вам решать вопросы, связанные со здоровьем, ухаживать за детьми. Венера будет находиться у вас в доме детей, в 5-м доме, но при этом она управляет вашим 6-м домом, связанным с болезнями. Это немного неспокойное время для вас. Если у вас есть любимый человек, то будет правильным уступать ему в каких-то вопросах, наблюдать за собой, да, и уступать в это время. Иначе могут начаться сложности в отношениях. Но сюда не относятся те, кто находится в браке. Это конкретно касается только тех, у кого романтические отношения. Транзитная Венера в 5-м доме в положительном аспекте является гарантией прекрасных отношений с детьми, успешной общественной деятельности, к примеру, работа в сфере педагогики. Но в негативном аспекте могут быть недопонимания в отношениях в семье. Это касается детей, и партнера, да, если это романтические отношения. Овны. Это хорошее время для профилактики здоровья, стоматологических процедур. Полезно будет проводить диагностику и делать любые процедуры, связанные со здоровьем. На работе может появиться много дополнительных дел, когда кроме своей работы приходится выполнять еще что-то вместо других. Те, у кого транзит проходит по 6-му дому, как у вас, будут больше всех работать в этот период. Но не огорчайтесь, вас будут видеть способного выполнить всю работу, даже не очень хорошую, даже грязную работу. Могут даже потребовать это сделать, но вы не обязаны этого делать, вы можете сказать «нет». Есть немножко негативный аспект. Если вы становитесь заложником лени или полного нежелания действовать, тогда будут сложности на работе и сложности в труде, сложности в отношениях с начальством. Но вы в эти дни можете стать даже более чувствительны, более подозрительны. Поэтому у вас Венера будет в 6-м доме, и вам необходимо действительно работать, заняться работой и заняться своим здоровьем, беречь свое здоровье. Рыбы. Партнеры по браку, даже ваш партнер по браку будет нуждаться в вашей помощи, поддержке в этот период, если вы находитесь в браке. Необходимо будет уступать партнеру, потому что у вас Венера будет по 7-му дому проходить, по дому партнерства. Уступать в вопросах многих вопросах, особенно это касается того, что вам необходимо будет внушать позитивные мысли, настраивать партнера больше на позитив. Если вы не находитесь в браке, то больше вам нужна, конечно, даже не вам, а ваша поддержка может понадобиться вашим деловым партнерам, те, с кем вы имеете общий бизнес. Возможно, они потребуют от вас каких-то уступок, так как транзит по 7-му дому проходит. Положительный аспект обеспечит удачный брак, гармонии в семейных отношениях, в этот период. Тогда как отрицательный говорит о вероятных трудностях в семье при взаимодействиях с окружающими. Сам брак может превратиться в игру, где один супруг вынужден взять на себя роль спасателя, а второй становится жертвой. Поэтому, чтобы узнать, еще раз вам напомню, чтобы узнать, в каком положении у вас находится Венера в вашей натальной карте, пишите нам на канал по ссылке, которая будет находиться ниже в описании, в комментариях под этим видео. Водолеи. Ваша чувствительность будет возрастать, может появиться неуверенность в себе, могут одолевать волнение, подозрение, ревность. Транзит Венеры проходит по вашему 8-му дому. А это такой очень необычный, полный подозрений дом,
Материальное положение партнера может улучшиться в это время, вашего партнера. У него может появиться дополнительный доход или даже получить премию на работе неожиданно, либо ожиданно, но получить именно в этот период. При положительном аспекте с такой транзитной Венерой вас ждут очень приятные сюрпризы. В том числе это может быть богатое наследство. При неблагоприятном стечении обстоятельств вы можете даже разочароваться в мире, разочароваться в окружающих, разочароваться в своих отношениях сексуальных с партнером. Козероги. Будете идеализировать людей, будете идеализировать мир в это время. Потом это может вас привести к разочарованию. Тогда можно увидеть, когда закончится этот транзит, реальность такой, какая она есть. Поэтому будьте бдительны, не идеализируйте. Может возникнуть желание уехать подальше, так как 9-й дом – это дом поездок длительных. Вообще такая поездка станет для вас очень полезной, наполнит вас радостью. У вас просыпается интерес ко всему, что связано с культурой, религия, философия, история, искусство. В то время как негативный аспект может заставить вас утратить уважение к наставникам, к учителям, к той же религии, к искусству. И оставить ощущение, что впереди нет никакой перспективы вашего развития. Значит, Венера у вас ослаблена. Стрельцы. Здесь Венера помогает утвердиться на работе. Да, это 10-й дом карьеры, сделать свое положение более прочным. Это хорошее положение для желающих реализовать свои амбиции. Сможете показать людям, что вы являетесь профессионалом, мастером своего дела. Удачно решаются в это время любые вопросы, связанные с профессией. Проходя транзитом по 10-му дому, возможны хорошие отношения с товарищами по работе, с руководством. Правда, вы можете быть недовольны результатами своей деятельности. Вам может наскучить ваша профессия. Это, конечно же, негативный аспект Венеры, который может также у вас проявиться, если она ослаблена. Может даже произойти серьезный конфликт с начальником. Скорпионы. Придется оказывать поддержку или помощь друзьям. У вас транзит Венеры пройдет по 11-му дому, дом амбиций, дом друзей, бизнеса. Либо вам может понадобиться помощь от ваших друзей. Это очень хорошее время для того, чтобы уделить внимание своему хобби или каким-то другим занятиям, не основному вашему занятию. Захочется налаживать контакты, выходить в свет, приобрести новых друзей, может быть, даже через интернет. Венера в этом транзите, она дарит шанс вам реализоваться в тех сферах, которые вы считаете важными. Планета, она пробуждает интерес к новой деятельности. Но есть негативный аспект, да, если все-таки Венера ослаблена в вашей натальной карте, то может быть разрушатся прежние отношения с друзьями, возможно, где-то в бизнесе, возможно, где-то какие-то отношения со знакомыми станут более холодными. Весы. Это 12-й дом гороскопа, 12-й дом в вашей натальной карте. Да, это последний дом, о котором я сегодня буду вам рассказывать. Весы, вы будете вынуждены в это время все-таки находиться на расстоянии со своим объектом любви. Да, это может быть поездка, это может быть случайный какой-то разрыв, но не до конца разрыв, да, то есть между вами. Может быть связано с командировкой, с какой-либо непредвиденной ситуацией. Будет много времени посвящено тому, что вы будете проводить время наедине с собой. Это время изоляции, да, 12-й дом – это такая вот изоляция, одиночество. Такой человек может в дни этого транзита много мечтать, видеть вещи и сны, видеть сны о своей любви. А положительный аспект вы обретаете в этот период в одиночестве, умиротворение, внутреннюю радость, ощущение единства с миром, другими людьми, с природой. Вы получаете от этого удовольствие.
и получаете, да, вот такую балансированность внутри. Но при отрицательном аспекте транзитная Венера разрушает иллюзии в любви, которые вы себе построили, заставляет разочароваться в своем избраннике, и даже, возможно, вы разочаруетесь в своих мечтах, либо в голове, да, вот при уединении вы будете разочаровываться в том, что выбрали именно такого партнера, такого избранника. Знаете, что это негативный аспект транзитной Венеры, значит, она у вас ослаблена. Обязательно пишите нам на канал, обязательно пишите в комментариях к посту о Венере, что вы хотите узнать силу ваших планет. И таким образом вы сможете усилить и во время транзита получить больше положительных аспектов, положительных влияний этого транзита, чем отрицательных и негативных. Приятного вам транзита, приятного вам дня и приятного вам месяца.